Здравствуйте, друзья! Сейчас можно найти множество статей с советами и рекомендациями о том, как понравиться кому-нибудь. Но чаще всего они не действуют, так как рекомендации в основном сводятся к тому, что нужно чаще улыбаться и говорить лишь на те темы, которые интересны собеседнику. Но как понять, что ему интересно, если человека только что узнал? Первое впечатление потому и называется первым, что произвести его во второй раз уже не удастся. Вот лишь несколько основных советов, которые обязательно помогут вам в этом вопросе. Друзья, будем очень благодарны, если поддержите видео лайком. Поставили? Большое спасибо. Ну а теперь продолжим. Первое. Как можно чаще обращайтесь к собеседнику по имени. Если для обращения использовать другие слова вместо имени, пусть даже уважительные или ласковые, человек может сделать вывод, что ты просто забыл, как его зовут, что не будет способствовать к расположению. Как писал Карнеги, имя человека – самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке. Поэтому не стесняйтесь переспросить имя собеседника, если не расслышали или подзабыли его. Старайся копировать позу собеседника, действуй при этом аккуратно. Главное, чтобы ему не показалось, что ты ему явно подражаешь или передразниваешь. Если он сидит за столом, сложив на нем руки, ты тоже можешь расположить руки на столе, но немного по-другому. Если он подпирает голову рукой, то ты можешь прикасаться к подбородку или поправлять прическу. Поза человека всегда отражает его внутреннее состояние. Если ты стараешься принять схожую позу, то это знак, что ты ощущаешь то же, что и твой новый знакомый. А людям всегда проще общаться с теми, кто чувствует то же, что и они сами. Сделайте комплимент собеседнику, но от третьего лица. Понятно, что для расположения нужны комплименты, но иногда для них просто нет подходящего повода или делать их от своего имени пока неловко. Говорить дежурное «вы сегодня прекрасно выглядите» просто банально. Этим мало кого удивишь. В таком случае эффективнее всего делать комплименты от третьего лица, можно даже от вымышленного. Например, Сергей Иванович, Татьяна Петровна сказала мне, что вы лучший специалист в нашем районе. И абсолютно неважно, правда это или нет. Главное, что это польстит собеседнику. Откровенная лесть выглядит не очень хорошо. Но так выходит, что польстила Татьяна Петровна, а не вы. Но именно вас запомнят как приятного человека, а не Татьяну Петровну, возможно, и вымышленную. Преднамеренно соверши ошибку в разговоре. Оказывается, проще всего расположить к себе человека, если специально позволить себе ошибиться в разговоре и дать ему возможность поправить тебя. Обычно мы всеми силами стараемся не допустить никаких оплошностей в разговоре. А если такое случается, то чаще всего делаем вид, что ничего подобного не произошло. Таким поведением мы вынуждаем собеседника деликатно не замечать ошибок, вследствие чего у него пропадает желание продолжать знакомство. Если совершить ошибку и позволить человеку исправить ее, то он почувствует себя более уверенно, так как сложившаяся ситуация будет льстить его самолюбию. Также он не будет опасаться сам допустить ошибку и сможет общаться более свободно. Умей высказать сочувствие. Не так просто сочувствовать человеку, о котором ты пока ничего не знаешь, но если внимательно его слушать, то повод обязательно найдется. Ведь мы все постоянно на что-то жалуемся, то на погоду, то на пробки, то на поведение окружающих или плохое самочувствие. Все это говорится для того, чтобы с собеседником просто соглашались. А ты пойди дальше и посочувствуй. Просто скажи: «Понимаю, у тебя был трудный день, держись, уже завтра все наладится». Такая поддержка не помешает. Дай возможность собеседнику себя похвалить. Это очень просто и практически всегда работает. Мы все любим хвалиться своими достижениями в чем бы то ни было. Будь то работа, увлечение, потеря веса, да что угодно. Обязательно удивляйся и хвали. Это же надо, и как тебе только это удалось. Естественно, собеседник ответит, что в этом нет ничего особенного, но сам подумает, что он молодец. И вот он уже сам себя похвалил. Попроси об одолжении. Главное не злоупотреблять этим способом, потому как несамостоятельных людей, просящих постоянно о помощи, всегда недолюбливают. Тот, кто однажды сделал вам добро, охотнее снова поможет вам, чем тот, кому вы помогли сами. Эти слова когда-то произнес Бенджамин Франклин. Если ты окажешь человеку помощь в неловкой ситуации, то в дальнейшем ему может быть неприятно вспоминать о своей оплошности, и он, возможно, будет избегать дальнейшего общения. Совсем другое дело быть в роли оказывающего помощь. Тогда человек чувствует себя более значимым, вырастает в собственных глазах и с удовольствием продолжит дальнейшее общение. Это будет ему напоминать, что он положительный и безотказный человек. Вот так, друзья. Спасибо всем, кто заинтересовался темой и посмотрел видео до конца. Буду очень признательна за поддержку ролика лайком, а канала подпиской. Всего всем доброго!